Всем привет! Вы на канале Мой Флакон. Меня зовут Сергей, и рядом со мной Слава. Hello. Салют! И сегодня у нас на обзоре бренд, французский бренд, довольно новый. Первый аромат у них был в 2018 году. Это французская парфюмерия, инди-парфюмерия, нишевая парфюмерия. И этот сет, он посвящен порокам людским. То есть здесь есть различные ароматы, посвященные тому или иному, может, пороку, который есть у людей. Всяким зависимостям и тяги к кофе и тому подобное. Вот такая коробка. Здесь все 7 на сегодняшний день ароматов, которые есть у этого бренда. Коробка металлическая, а здесь только сэмплы, но оформлено прям как-то супер. Я так понимаю, что примерно так же выглядят у них флаконы в таком же оформлении. И здесь 7 сэмплов. И что ж, начнем мы с первого, который здесь есть. Так, и у нас это будет Awake. Это вообще, насколько я понимаю, их самый хитовый аромат, посвященный тяге к кофеину. Мы пробовали раньше этот аромат, и он неплох, действительно, но есть нюанс, как по мне. Как-то тяжело это все распыляется, на самом деле, но посмотрим, хорошо. Спасибо. Awake, а как переводится awake? Ну, это пробуждение, то есть утром проснуться, выпить чашечку кофе. Ну, и непосредственно на старте это какой-то кофейный напиток, капучино, либо какой-то моккачино, что-то с ореховым сиропом, с чем-то сладким. Такой кофейный напиток. Для меня это юбилейная печенька с кофе. Вот такая прям картинка, чашечка кофе и рядышком груда печенья юбилейного. Немного ванильно, какая-то выпечка есть, как будто вот само вот это рассыпчатая печенька. И сразу захотелось кофе и печенье. Очень гурманск. Такой гурманский аромат. А какая-то концентрация у нас у этих... Так, это все у нас Eau de Parfum, парфюмированная вода. 7 спреев, здесь по 2 мл. Еще хотел бы дополнить, это Акро, марка семейная, то есть это династия парфюмеров. Оливер Кресп парфюмер, который создал очень крутые ароматы. Ангел Муглер он создал. Да, Dolce Gabbana Light Blue, по-моему. Ну, такие хитовые ароматы. А кто второй Оливер Кресп? И его дочка. Сама основательница этого бренда, дочка. И она жила какое-то время в Лондоне, в Англии, работала в пабах, в барах. И вот как раз она была вдохновлена вот этими ароматами из баров, пабов. Там как раз кофе варится. Вот. Кофейный такой аромат. Тебе нравится? Ну, пожалуй, из всей этой подборки, то есть я смотрел эту подборку раньше, это самый интересный. Ну как, там другие тоже очень интересные, но это самый хитовый, самый популярный. Ну, я бы поставил бы ему оценку 8, хороший аромат, но он очень гурманский для меня. Прям вот, запах утра. Ну, что я хотел бы сказать про этот аромат. Он на кожу усаживается не совсем однозначно. Вот эта вот приятная кофейная сладость, она уходит. И база остается какая-то не очень понятная. Поэтому, в принципе, все эти ароматы советовал бы в первую очередь протестировать через сэмплики вслепую. Не надо покупать, даже если вам нравится кофе. Они
неоднозначно. Это действительно ниша в парфюмерии, там дальше такие ароматы. Заявлены здесь кофе, кардамон, ветивер и лимон. Кстати, лимона я не чувствую. Ну, кстати, очень популярно кофе с лимоном, если вы пили. Да. Часто делают кофе с лимоном, да. Я пил. Никогда не видел. Очень хорошо бодрит как раз-таки. Цитрус, кофе. Вот. Но я тоже лимон особо здесь не чувствую. Следующий аромат под названием Dark. То есть это темнота, тьма, что-то, что происходит во тени. Какая-то темная сторона человечества, человеческой души. Ну, это, очевидно, кожаный аромат. Да. И он очень сильно кожаный. И кожа здесь такая, седло лошади. Много конюшни отдаю. Напоминает ли он тебе Гуччи? Да, очень даже похоже. И Dark Lord похоже. Вот. От Киллиан. Угу. Очень лошадиный аромат, кожаный. Немного сладкий. Чувствуешь сладость? Ну, может, совсем немного. Почему темный? Типа Dark. Он называется как? Night? Dark. Он называется Dark. То есть, ну, какая-то тьма. Тьма. Ну, как раз дочка Оливера Кресс поработала в пабах, барах. Там такой обычно приглушенный свет. Как раз, наверное, передает ту атмосферу. Сейчас посмотрим, что там заявлено, кроме кожи. Я не помню, что там за ноты. И в этом аромате у нас, так, где-то dark, потом темный шоколад, какао, лесной орех, корица и ваниль. То есть, здесь даже нету кожи. Кожи не заявлено, но мне кажется, по комментариям мы это увидим. Ну вот ты сказал какао, как раз вот есть что-то шоколадное, такой горький, вот именно какао такое темное. Не зря он дарк. Ну да, гурманский. Он становится со временем гурманским. Да, есть такая сладковатость, да. И на удивление мне тоже нравится этот аромат. Я люблю кожаные ароматы, хотя здесь не заявлено. Я поставлю бы ему, наверное, 8. Интересный. А он стойкий на кожу? Я не знаю, я немного их разнашивал, потому что мне как-то не очень зашел этот аромат. На самом деле хороший. Кто любит кожаные ароматы или гурманское, шоколадное, как кофейные, возможно, даже. Он тоже что-то есть общее. Ну, он такой горький, я бы сказал. Да. Третий аромат в нашей подборке – это Smoke. Какому греху, как ты считаешь, это будет? Курению? Ну да, наверное, про табак будет что-то. Табак или каннабис? Ну, кстати, да. Спасибо. Слушай, какое-то вишневое что-то на мне. Кстати, да. Ну, вишневость дает как раз-таки табак, мокрый табак, он дает такую немного горькость. И пахнет мне табаком, прям таким прокуренным дедушкой. Мокрой пепельницей прям пахнет. Да. Действительно, очень дымный аромат. Мне кажется, в базе будет пачули. Может, опять кожа мне мерещится здесь, не знаю. Но почему-то вишневый оттенок, но он пропадает. Остается табак. Тоже передает атмосферу паба, где много накуренного дыма. Такой очень дымный в какой-то степени. Ну, я не представляю, кто бы носил аромат. То есть тот, кто любит сигаретный дым? Или... Ну почему? Табачные ароматы, кто любит, как ты говоришь, вишневые. Здесь есть какая-то вишневость. Ну, уже слетел. Но немного есть. Я чувствую вот эту именно вишневую косточку. Горечь именно вишневой косточки. Ну, здесь есть горечь такая как раз. Такая табачная горечь. Горечь за то, что
У нас есть такой порог, как курение. Так как он смог, да? Ну вот ты как сказал, вот мокрая пепельница, вот пахнет именно такой промокшей, уже потушенной сигаретой. Ну и тут заявлен дым, Угу. просто такая нота дым, лист табака, масло можжевельника, бензоин и бобы тонка. То есть я полагаю, что в базе он будет немножко сластить за счет бобов тонка, бензоина. А на коже как он, не помнишь? Звучит? Нет, я ничего не помню, что здесь на коже, можешь меня не спрашивать. Следующий аромат у нас будет... Я ему, кстати, поставлю, наверное, 6. Мне он не особо нравится, он очень мокрый. Именно мокрая пепельница. Мне вот это не очень. Хейс, следующий аромат. И... Слушай, я не очень помню. На моей памяти, мне кажется, это туман. Сейчас я загляну, пока мы ощущаем туман. Причем тут туман и порог? Ну, знаешь, туманные какие-нибудь мысли. Не знаю. Как вы думаете, что за порог с Хейсом связано? Наверное, стоило бы посмотреть какую-то историю про почему именно туман. Так, может не туман, вдруг я ошибаюсь. Но мне пахнет уже, я говорю, полынью. Очень сильно травянистый, очень такой зеленый. И, возможно, туман это алкогольное, как бы... Эффект алкогольный после того, как ты уже хорошенечко принял. Да. Да, переводится это как мгла, дымка, туман. Ну вот, да. Ну или, кстати, может быть, это такой вейп каннабиса. Может, ты чувствуешь здесь какой-то каннабис? Нет, но я здесь чувствую что-то очень интересное. То есть какую-то такую траву, может базилик, какой-то такой... ты сказала полынь? Возможно, полынь или артемизия, да. Угу. Чем-то, кстати, похоже на абсент, на замата. Есть такое, да. То есть нота такая алкогольная, да, ты думаешь еще? Наверное, может быть связано с абсентом. У меня 2 версии. Или абсент, или марихуана. Ну, получается, какие-то зеленые ноты здесь точно есть. Что ты ему ставишь, пока мы не назвали ноты? Кстати, неплохой аромат. Я ему ставлю 7. Интересный. В первую очередь, это фужерный аромат заявлено. Здесь мята, эвкалипт, абсент, мускатный шалфей, пачули, кожа. А вот здесь я кожу не чувствую. Ты чувствуешь кожу? Ну, если додумать, то, наверное, да. Но в первую очередь, конечно же, бросается в нос какие-то зеленые сладковатые ноты. Да, абсент, какие-то сладкие травы. Так понимаю, абсент это что? Это эстрагон, это тархун. Абсент, как я знаю, делается из полыни как раз таки. Мне кажется, там смесь трав различных. Да, скорее всего, да. Здесь еще мята. Кстати, хороший аромат. Я даже, наверное, не 7, а я хочу даже добавить балл, 8 поставлю. Вот со временем он красивый. Да. Окей, good. Следующий аромат у нас будет Malt. Malt это... Так, что это такое? Что связано было, мне кажется, с ячмень или... Может быть, по овес? Ух, пошли дрожжи. О, Слава, тебе понравится, да? Это пахнет... Солод. Малт переводится. Солодом, да. Пахнет пивом. Очень сильно пахнет пивом. И именно пивом таким, как будто вы пролили на одежду. Вы знаете, или пролили на стол это пиво нечаянно, вот разлили его. И вот это все, то, что, возможно, ваш там... Когда вы вытираете тряпкой это разлитое пиво, тряпка впитывает это пиво, и она пахнет вот вообще неприятно.
Ну, вообще пиво на самом деле не очень-то и приятно пахнет. Ну, смотря какое. Я проходил мимо заводов, где производят пиво, и вот там очень похоже пахнет, когда заваривают вот это все солод, добавляют туда дрожжи, оно там все бурлит, пенится, и стоит такой запах. Это он. Кому захочется этим пахнуть? Я не представляю. По-моему, это самый отвратительный аромат. Любителям пива. Потому что пахнуть пивом, именно таким недорогим лакшери пивом, а пролил на себя, вот да. Ты мокрый в этом пиве, шатаешься там, не знаю. Какое-то такое ощущение. Реально грех. И пахнет дешевым пивом именно, да? Ну да, не пахнет каким-нибудь вишневым бельгийским пивом. Я ему поставлю 4. Я не знаю, как это вообще можно на себя нанести. Я думаю, на вас люди будут коситься, как будто вы или выпили пиво, от вас пахнет перегаром каким-то, пивным таким, как бы... 4 за то, что... Извини, что перебил. 4 за то, что это интересно, это очень необычно. Я до этого ни разу такие пивные ароматы не встречал. Это очень даже реалистично пахнет. Очень реалистично. Как будто вот ты на блотер напшикал пиво. Вот. Да, прекрасно. Прекрасный нишевый аромат, который носить невозможно. Но, может быть, на вас это по-другому, потому что производители, знаете, какие ноты заявляют? Виски, ром. Это не какое-нибудь там дешевое пиво, понимаете? Морские водоросли почему-то кожей почули. Ну, это вот морские водоросли закусывать пивом. Сушеные водоросли. Обычно закусывают рыбой, кальмарами. Вот. Из этой серии. В общем, пиво смешать вместе с закуской, получается этот аромат. Пиво с водкой. Следующий у нас Night. Ночь. Кстати, вот, да, дочка Оливера Креспа работала в пабе. Она как раз передала всю красоту этого аромата пива. Она не смогла делать от этого аромата. Да. В баре остается после сотен посетителей. Угу. Мокрый пол. Так, Night непосредственно. Это очень мускусно. Очень мускус. Очень много грязного мускуса. Серьезно? А я слышу здесь альдегиды, цветы, прям какой-то а-ля Шанель номер 5. Нет, это не Шанель номер 5 никак вообще. Ну, серьезно, желтые цветы, альдегиды, такой запах такой... желтые цветы, различные цветы вперемешку и такое, что такое звенящее, свербящее, как в Шанеле. Ночь переводится, мне кажется, я не знаю вообще, можно ли это говорить в Ютубе, такие слова. Скажи по-другому. Это будет, возможно, похабно очень. Я не знаю, как подобрать даже, чтобы это было как-то прилично. Не мог подобрать, не подбирал. Пахнет голыми телесами. Вот, я про это бы хотел сказать. Серьезно? Ну, это очень приятный запах. То есть, тебе неприятный запах? Нет, вообще. И какими-то немытыми телесами. Вот. Вообще не понимаю. Давайте посмотрим. И какая-то роза. Это вот Night передает какую-то вот бордель, может быть, какой-то, я не знаю. Заявлено кумин, болгарская роза, шафран и уд. Это запах борделя. Вот. Может быть, как раз таки поэтому так и назвали аромат The Night. Интересно, но у меня не вызывает никаких таких негативных. Может, потому что бордель у меня тоже... Не вызывает никаких негативных эмоций? Это существует все. Фу. Нет, сколько ставишь? Ставлю 2. Кошмар. Бордель, это все плохо, да. Пороки. И последний аромат здесь инк, то есть чернила. Насколько я помню, это последний аромат, который они сделали. Посвящен он татуировкам.
на моей памяти. Хотел бы ты себе сделать татуировку, Сергей? Я подумаю, может быть, после того, как я восхищусь этим ароматом. Дымный, кожаный, пачульный. Угу. И немного я чувствую здесь, я не знаю, касториума. Какого-то животного. Так, а чувствуете ли здесь действительно какие-то чернила? Инга же называется. А ты знаешь, чем пахнут чернила? Ты вообще помнишь? Ну, я помню только, как чернила от ручки пахнут. И, такой, да, какой-то такой горьковатый. Кстати, да. Запах. Вот ты сейчас сказал чернила от ручки, когда ручка вытекает у вас из стержня. И вот пахнет. Ну, что-то есть, действительно похоже, наверное, как в том салоне. Да. Немножко, может быть, спиртика даже, чтобы обеззараживать всю эту вытекающую кровь, между прочим, когда делают тату. Кстати, напишите в комментариях, нравится вам запах чернила от ручки, когда у вас вот вытекало это чернила. Кстати, да, пахнет прям так. Интересно. Очень необычно. Угу. Я бы даже, наверное, поставил 9 за необычность. Я бы, наверное, даже хотел бы нанести на кожу. Ну вот последний можешь. Я только немного не могу понять, почему чернила это татуировка, это какой-то порог. Ну, как? Это, знаешь, тоже люди такие, вот какие все в татуировках, сразу что такое? Что-то там дело такое интересное, во всяком случае. Ну вот на коже, на старте вот эти какие-то касториумы, животные, и со временем эти животные убегают с вашей кожи, и остается вот этот чернильный запах, да. Прикиньте. Да. Заявлены здесь чернила, ветивер, береза и жасмин. Ну вот береза дает вот эту немного копченость, да, вот немного именно копченость, легкость, вот этот деготь, вот, наверное, да. Ты такое чувствуешь? Немножко, да. Вот на коже есть такое. Так, ну что ж, какой-то здесь любимчик. Ну вот, наверное, чернила. Так, сейчас я еще посмотрю. Интересно. Ну, самый нелюбимчик мой, это, конечно, пивной аромат, который солод, и я не понимаю. У меня Найт. Это пахнет борделем. Ну, у меня, наверное, 2. То есть это первый аромат Wave, который действительно кофейный, но на моей коже он превращается в что-то очень не очень, какая-то сладковатая такая база, которой мне не хочется пахнуть. А чернильный аромат, да, он поинтереснее, он какой-то такой современный, что ли. И мне кажется, он носибельный очень даже. Да, он прикольный. И вот с этим ароматом вы будете точно выделяться. Как вам бренд? Согласны ли вы, что вот все перечисленное это определенные пороки, либо нет? И, может быть, вы что-то носили? И ставьте лайк, подписывайтесь, друзья. Всем отличного дня. Спасибо за просмотр. Goodbye.